тот безоблачный день на Красном море ничто не предвещало трагедии. Туристы улыбались и фотографировались на палубе небольшого прогулочного катера, а синие волны лениво покачивали судно. Никто не мог предположить, что через несколько часов 26-летний Марк Эванс окажется один на один с одним из самых опасных морских хищников, и эти кристально чистые воды окрасятся в красный цвет. До заката оставалось 6 часов, но уже тогда часы его жизни начали свой обратный отсчет. Компания из 5 друзей, непосредственно Марк, герой истории, Дэниел Харпер, Изабелла Кейн, Тобиас Миллер и София Рид, планировали эту поездку почти год. Они познакомились во время учебы в Лондонском университете и с тех пор часто путешествовали вместе. Дэниел работал архитектором, Изабелла была детским психологом, Тобиас преподавал в университете, а София занималась ландшафтным дизайном. Сам Марк недавно получил степень магистра в области морской биологии, хотя никогда не занимался профессиональным дайвингом. Его знания об опасностях моря оставались чисто теоретическими. Он и представить себе не мог, как скоро они станут реальностью. «Сделаем еще одно фото», — воскликнула София, доставая камеру. Друзья столпились у борта катера, улыбаясь в объектив. Позже это фото станет последним снимком, где они все вместе. Марк стоял с краю, ветер играл его волосами, а в глазах отражалось безоблачное небо. Он выглядел таким живым, таким счастливым. Амар, их инструктор, был опытным гидом с 20-летним стажем. Он хмуро всматривался в горизонт, что-то в воздухе заставляло его нервничать. Барометр показывал резкое падение давления, но небо оставалось ясным. «Может, стоит отменить погружение?» Пробормотал он себе под нос, но крики восторженных туристов заглушили его сомнения. Катер остановился в получасе хода от берега. Море здесь казалось особенно глубоким, его синева завораживала и пугала одновременно. Марк, проверяя свое снаряжение, вспомнил лекции по морской биологии. Именно в таких местах, где глубокие воды встречаются с коралловыми рифами, часто появляются крупные хищники. Но он отогнал эту мысль. Статистика говорила, что встречи с акулами крайне редки. Погода начала меняться незаметно. Ветер усилился, по поверхности моря пробегала легкая рябь, а облака то и дело закрывали солнце, создавая причудливую игру света и тени в воде. «Держимся вместе, не заплываем за буйки», — в который раз повторил Омар, помогая туристам спуститься в воду. На этот раз в его голосе слышалось беспокойство. Опытный инструктор чувствовал, что погодные условия становятся все менее благоприятными. Первые 30 минут в воде были волшебными. Разноцветные рыбы мелькали между кораллами, морские анемоны покачивали щупальцами, а прозрачная вода позволяла видеть на десятки метров вокруг. Марк увлекся наблюдением за крупной рыбой Наполеоном, не замечая, как усиливающееся подводное течение медленно, но неумолимо относит его от группы. Когда он, наконец, поднял голову, чтобы сориентироваться, катер казался уже крошечной точкой на горизонте. Попытка плыть обратно оказалась бесполезной. Течение было слишком сильным. С каждым грибком Марк чувствовал, как нарастает усталость в мышцах, а расстояние до катера, казалось, только увеличивается. Внезапно вода вокруг него опустела. Мелкие рыбы исчезли, будто их и не было. Крупные метнулись в глубину. Марк знал этот знак. Так морские обитатели реагируют на появление крупного хищника. Его сердце забилось быстрее, когда он заметил первую тень, скользнувшую в глубине. Акула появилась словно из ниоткуда. Ее серебристо-синее тело было воплощением совершенной машины для убийства. 4 метра чистой мощи и грации. Первая атака была молниеносной. Акула пронеслась мимо, оставив глубокий порез на боку мужчины. Боль пришла не сразу.
Сначала Марк увидел, как вода вокруг окрасилась в красный цвет. Вторая атака была безжалостной. Острые, как бритва, зубы вцепились в его ногу, раздирая плоть. Крик Марка потонул в плеске волн. Попытка удержаться на плаву требовала все больше усилий, руки и ноги словно налились свинцом. Когда акула готовилась к решающей атаке, пространство вокруг заполнилось движением. Стая дельфинов окружила Марка плотным кольцом, создавая преграду между ним и хищницей. Самый крупный дельфин нанес акуле мощный удар в жабры, а второй — в бок, заставив ее дернуться от боли. Хищница, не выдержав натиска, сделала еще одну неуверенную попытку атаковать, но дельфины слаженно среагировали, вынуждая ее отступить. Через мгновение акула скрылась в глубине, оставляя за собой мутный след, а дельфины продолжили кружить вокруг Марка, оберегая его от возможного возвращения опасности. Убедившись в безопасности, дельфины не уплыли. Они осторожно поддерживали раненого мужчину своими телами, помогая ему держаться на плаву. Они издавали негромкие щелчки, словно подбадривая его и между собой координируя дальнейшие действия. Когда спасательная команда достигла места происшествия, туристы и инструктор увидели невероятное. Среди моря в кольце дельфинов держался израненный человек, а один из дельфинов даже осторожно толкнул его ближе к лодке, словно понимая, что помощь уже рядом. Очнулся Марк уже в больнице Хургады. Белые стены, писк медицинской аппаратуры и запах антисептиков — все казалось нереальным после пережитого кошмара. Врачи говорили о чуде. При такой потере крови и множественных ранениях выживают единицы. Реабилитация заняла почти год, но эта история изменила его навсегда. Он не оставил морскую биологию, а с еще большим рвением погрузился в изучение поведения дельфинов, посвятив свою карьеру изучению их социальных структур и способов общения. Годы спустя, стоя на берегу, он иногда замечает вдалеке характерные плавники, рассекающие волны. В такие моменты он улыбается, вспоминая тот день, когда эти умные создания спасли ему жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.